Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб. И вот наша история на сегодня. Борис брел по улице и ругал себя. Эх, Борька, ну и чего ты добился в жизни? Пошел по тому пути, который пророчили в детском доме. А ведь ты умный. Когда-то, когда он еще жил в семье и ходил в школу, то его хвалили. Но в 3 классе он попал в детский дом. Его родители погибли, а бабушке или другим родственникам он был не нужен. В их детском доме не любили умников, и он решил стать как все, а еще лучше примкнуть к самым сильным. В итоге в 15 он сбежал, воровал вместе с ребятней, жил где придется. Один раз их поймали. Им повезло, что та бабушка забрала свое заявление из полиции, и мальчишек отпустили. Но тот случай вправил ему мозги на место, и теперь он не воровал. Даже наоборот, он старался всем помогать. Помогал доносить тяжелые сумки бабушкам, переводил через дорогу. «Может, мое предназначение помогать людям?» – думал Борис. А еще как-то по-детски мечтал, что когда-нибудь он найдет кошелек, вернет хозяину, а тот щедро его отблагодарит. А потом гнал эти мысли подальше, потому что нельзя делать добро с мыслями о выгоде. 4 года на улице многому его научили. В основном его все сторонились, но были и те, кто принимал от него помощь. Такой была бабушка Люба. Однажды он помог донести ей тяжелую сумку с рынка. Они разговорились, и сам не зная почему, он рассказал ей всю свою судьбу. Бабушка попросила его подождать на лавочке, пока она сходит домой, и взяла обещание, что он не уйдет. Борис сидел и ждал. Думал, что, наверное, хочет угостить его чем-то домашним. И это было именно так. Она вынесла ему пирожков, а еще протянула ключи. «Внучок, это от дачи. Уже много лет там не бываю, и детям моим она не нужна. Она прям с края города, и дети говорят не продавать, так как город расширяется, и эта земля может подорожать. А пока можешь там жить. Огород в твоем распоряжении. Домик совсем крошечный, но там есть печка. Когда-то мой муж ее сам делал, а во дворе банька. Конечно, маловероятно, что она не развалилась, но раньше была. Вода есть поливной сезон, а так там недалеко есть родник. Все ж лучше, чем на улице». Борис и не знал, как благодарить бабушку, и прослезился. «Ты только не воруй, а делай дальше добро и восстанавливай свою жизнь», напутственно сказала баба Люба. И вот он уже год жил там. Летом приносил свежие овощи с огорода бабушки. Первую рассаду ему подарил дед Толя, который жил через 3 дома. Он был врач-хирург на пенсии, в городе жить не хотел, а дом у него был хороший. Также он носил на рынок и продавал овощи, фрукты, немного откладывал деньги. А зимой, как сейчас, он катал свою самодельную тележку и собирал бутылки. Летом больше было подработок, то на стройке, то на рынке. А сейчас есть запасы денег, но их все тратить нельзя. Вот сегодня сдаст тару, и ему хватит на ужин. Дед Толя раз в неделю топил свою баню и приглашал Борю мыться. У него была своя скважина. Также Боря набирал у него иногда воду, когда погода была такой, что к роднику было не подобраться из-за снегопада. Уже было совсем темно, а в тележке набралась только половина. Боря тяжело вздохнул и решил, что все равно не успеет в пункт приема. Он брел домой, думая о своей жизни, о том, что он уже много сделал для перемен и будет стараться еще лучше. Он мечтал поступить в колледж, но сначала надо было закончить вечернюю школу. Это были его планы на следующий год. Разобраться с документами, взять справку об окончании 8 класса и закончить 9 класс в вечерней школе. Сегодня выпало не так много снега, и он решил сократить дорогу, пройдя парк насквозь. Не по дороге. Когда он прошел почти половину парка, он услышал тихий стон. Сначала подумал, что показалось, а потом прислушался. Как назло, в его фонарике сели батарейки. Он брел на звук. В свете от дальнего фонаря он разглядел мужскую фигуру на снегу. Мужчина лежал тихо и стонал. «Кто вас так? Вам надо в больницу».
Боря выкинул из своей тележки стеклянную тару, решив, что потом завтра придет и уберет, а сейчас некогда. Сломал коробку так, чтобы можно было посадить человека, усадил мужчину и потолкал к выходу из парка. Уже в нормально освещенном месте он разглядел, что это молодой парень. Наверное, даже его ровесник. Он дал ему попить, а тот в ответ, еле шевеля губами, сказал: «Не надо в больницу, они найдут и добьют». Боря накрыл тележку одеялом и покатил к дому деда Толи. Когда он был в дачном поселке, парень практически не стонал. Дед Толя, увидев все это, ахнул. «Это ты с ним сделал? Зачем сюда привез?» Боря замотал головой и вкратце рассказал, хотя особо рассказывать и нечего было. В доме, уложив парня и сняв с него верхнюю одежду, они обнаружили следы от ножа. Дед Толя, хоть и был в возрасте, но руки все помнит, и аптечка имеется на все случаи жизни. Боря помогал, чем мог. В итоге они зашили раны, благо они были неглубокие, перебинтовали, дали обезболивающее и оставили своего гостя спать. Сидя на кухне, за чашечкой чая, они рассуждали. Дед Толя настоятельно сказал не идти Борису завтра в парк. Сначала надо услышать, что расскажет им гость, а то, мало ли, по бутылкам и по следам от тележки Борю быстро найдут. В эту ночь Борис остался у соседа. Он боялся оставлять его одного. А вдруг бандиты их найдут? И как сможет раненый и старик дать отпор? За ночь никто не заявился. Ближе к обеду раненый пришел в себя и рассказал. Юношу звали Гришей. Он учился в институте на 5 курсе. Влюбился и встречался с девушкой из богатой семьи. А его семья, состоящая из него и мамы, еле сводила концы с концами. Поэтому отец девушки решил, что он с ней из-за денег. Несколько раз тот запугивал парня, но он не поддавался. А сегодня он узнал, что его Таня забрала документы из вуза и уехала учиться за границу. Это сделал ее отец. И когда он вечером грустный шел через парк, на него напали. Его Тане сказали, что он умер, и теперь это надо сделать. Его избили и думали, что он умрет этой ночью в парке, но на его счастье шел мимо Борис. Сейчас возвращаться домой юноше было опасно. Он слышал, как нападавшие говорили, что через 2 недели отец Татьяны вместе с матерью переедут к дочери, а значит, о нем уже никто и ничего не будет узнавать. Мама Григория сейчас в деревне у сестры, и поэтому беспокоиться о нем не будет. Мобильного у парня не было, тот сломался еще неделю назад. Посовещавшись, все решили, что эти 2 недели побудут у доктора. Они играли в шахматы, пили ароматный чай и рассуждали о жизни. Вот так и прилетело время. Спустя 2 недели Григорий ушел. Ему дали денег на такси, проводив подальше от дачного поселка, на всякий случай. На следующий год Боря все сделал, как и собирался. Он восстановил документы, подал их в вечернюю школу и много работал летом, чтобы к началу учебы купить себе новую одежду. От Гриши они ничего не слышали. Еще через год он поступил в техникум. Кроме хорошо развитого мышления, у Бориса были золотые руки, и он решил стать плотником. Жизнь потихоньку налаживалась. После того случая Борис перебрался жить к деду Толе. Тому уже было тяжело одному, а дети жили за границей, куда он ехать отказывался. А так Боря помогал ему, а тот в ответ подтягивал его по учебе. Борис также наведывался к бабушке Любе и помогал ей. От нее же он узнал, что она продает свой участок, так как все случилось именно так, как говорили дети. Она извинилась перед Борей, но тот успокоил ее тем, что сейчас живет с доктором. Сегодня Борис шел по городу с широкой улыбкой на лице и тортиком в руках. Он защитил диплом, а его накоплений хватит на несколько месяцев оплаты съемной квартиры и еды, пока он будет искать работу. С этими новостями он и шел домой. Дома было как-то гнетуще тихо. Он поставил тортик на стол и пошел в комнату к дедушке. Боря давно называл его
просто дедулей. «Дед, а что не встречаешь?» Но в ответ была тишина. Дальше вызов скорой помощи, но приехав, они смогли только констатировать смерть. Борис нашел документы дедушки, и оттуда выпал листок. Там было написано «Внучку Борьке». Когда деда увезли, и Борис остался один, он открыл записку. «Внучок, если ты читаешь эту записку, значит, я умер. Спасибо тебе за то, что ты был со мной до конца. Я очень тебе благодарен. Пообещай мне, что ты больше никогда не встанешь на кривую дорожку. Знай, я верю в тебя и буду присматривать за тобой». Ниже номер телефона сына. Сообщи ему, пожалуйста. Не трать свои накопления на мои похороны. Я на них уже отложил. Деньги лежат в вазочке за фотографией моей любимой Наташеньки. Похорони меня рядом с ней. Завещание лежит рядом. Я знаю, что скоро этот дом будет стоить, как квартира в городе. Продай его и купи себе жилье. У Бориса потекли слезы. Он сообщил сыну дедушке, помог в организации похорон. После 9-го дня сын улетел домой, сказав, что благодарен Борису и согласен с завещанием отца. Через 10 месяцев Борис продал дом. Он стоял на пороге с небольшим чемоданом и просто мысленно еще раз прощался с этим местом. Он услышал, как приближается автомобиль. Авто остановилось рядом с домом, и оттуда вышел молодой человек. Он был чем-то знаком Борису, но тот не мог вспомнить, откуда его знает. «Это я, Гриша. А где дед?» «Нет больше деда», — горестно сказал Борис. Эх, не успел его отблагодарить. Все ждал, когда полностью на ноги встану. Сначала доказал отцу Тане, что из меня может выйти отличный жених для ее дочери. Доказал, но любовь давно прошла. Да и удовольствия от этого не получил. А сегодня приехал к вам. Хотел забрать к себе. А ты куда собрался? Я купил квартиру в городе. Вот, с домом прощаюсь. А может, ко мне? У меня большой дом. Нет, я сам буду устраиваться в жизни. Завтра пойду искать работу. Поехали, подвезу тебя. Борис отменил такси, и они поехали. По пути он узнал, что Гриша хорошо закончил университет, работал в крупной фирме и откладывал деньги для своего дела. Сейчас его бизнес приносит уже хороший доход. Он еще подумал, что вот он пример, что он сам скоро сможет что-то сделать. Вот устроится, будет откладывать и откроет цех по производству деревянных игрушек. Своими мечтами он и поделился с Гришей. «Слушай, а давай откроем сейчас. Ты разбираешься в производстве, а я в руководстве. Сейчас я вложусь, а потом из прибыли буду сначала забирать больше. Оформим все сразу пополам». Глаза Бориса засветились, и на лице была улыбка. Прошло 10 лет. Молодые люди не прогадали, и этот бизнес тоже пошел в гору. Когда все уже было налажено, Гриша продал Борису свою половину, так как просто так брать ее Борис не хотел. А Гриша думал об этом с самого начала. Ему было тяжело следить за двумя разными фирмами, но он хотел отблагодарить человека, спасшего ему жизнь, и сделал это. А еще они породнились. Гриша стал крестным для дочки Бориса, а Борис – крестным для сына Гриши. Две семьи постоянно встречались и весело проводили время. О дедушке тоже никто не забывал. Вот и сегодня двое мужчин в солидных костюмах стояли у могилки деда и пускали скупую слезу. «Дед, у нас все хорошо. Спасибо, что приглядываешь», — сказал Боря и положил букет так любимых дедом хризантем. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.